Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Привет всем, друзья! Сегодня, как вы уже догадались, готовим с вами голубцы. Вот в этой большой кастрюле у меня вилок капусты. Я вырезала кочерышку 4 разрезами и просто выкрутила ее. Вот такое у нас слабое кипение. Вот так нужно отпаривать капустные листья. И теперь, спустя минут 5 после того, как я перевернула капусту, я буду по одному снимать капустные листья, по мере того, как они будут становиться мягкими, и выкладывать их на отдельное блюдо. Вот в этой кастрюльке поменьше у меня закипает вода для риса. Сейчас я ее посолю. Кстати, вот в капусте воду не надо солить, просто обычная вода. Добавлю пол-столовой ложки соли. И вот здесь у меня половинка стакана риса. Я его высыпаю в воду. Размешаем. Рис у нас будет вариться на небольшом огне. Если у кого-то индукционная поверхность, он будет вариться на пятерочке. Вот посмотрите, у меня пятерка. На пятерке отпаривается и капуста. У меня в миске 1,5 килограмма свинины. Где-то грамм 800 грудинки, и остальная часть это лопатка свиная. Значит, еще нам понадобится 2 моркови и 5 луковичек. 1 луковица и 1 морковь уйдут на зажарку, а все остальное пойдет в фарш. То есть фарш мы тоже делаем с морковкой. От этого он будет слаще и сочнее. Хочу показать вам, как снимаю листья капустные с кочана. Определяю, какой следующий будет лист. У меня вот этот лист получается. Я его немножко отодвигаю ложкой, накалываю на вилочку и тяну вверх. Вот я лист сняла. Выкладываю его на блюдо. И так все листики подряд. Друзья, ну вот, рис я отварила, откинула на сито. Перекрутила морковь вместе с луком и мясо. Вот это сейчас все перемешаю. Добавлю соль, перец по вкусу, рис. И у нас будет готовый фарш для голубцов. Значит, в тарелочке у меня осталась 1 морковь и 1 луковица для зажарки. Морковь я натру на терке, вот такой крупной терке. Лук порежу четверть кольцами и обжарю все это на сковороде с томатной пастой. Сейчас в фарш я добавлю соль и перец. Соли я пока добавлю 1 столовую ложку, а перца 1 чайную ложку. Солю фарш. И добавим 1 чайную ложку перца. Столовая ложка соли в фарш, это немного, потому что я не солила рис, когда его отваривала. Сейчас рис немножко остынет, а пока перемешаю фарш. Теперь сделаю зажарку. На сковороду налила масло немного. Отправляю лук, нарезанный четверть кольцами. И немножко его обжариваю. Как только я услышала, что лук отдал свой вкус маслу и стал таким прозрачным, я добавляю сюда морковь. Перемешаем.
Теперь нужно, чтобы лук и морковь обжарились вместе на небольшом огне. У меня он на индукционной плите 7. К обжаренной моркови с луком добавим чайную ложку томатной пасты с горкой. Вот такая чайная ложка с горкой. Ну, считайте 2 чайные ложки. Или 1 столовая. Перемешаем. Друзья, морковь с луком обжарилась. Я ее закрываю крышкой. Теперь в фарш можно уже добавить остывший рис. Перемешаю фарш с рисом. Друзья, вот перемешиваю фарш с рисом и чувствую, что еще нужно добавить немного водички, чтобы фарш был сочнее. Не бойтесь добавлять воду, это придаст просто сочность фаршу, ни в коем случае не повлияет на вкусовые свойства блюда. Из этого фарша можно приготовить еще тефтели, поэтому если капустных листьев у вас не хватит, сделайте из этого фарша тефтели или же фрикадельки в суп. Фарш перемешан, добавлю воды. Воды где-то добавлю полстакана. Друзья, прежде чем завернуть фарш в капустный лист, нам нужно освободиться вот от этого утолщения на капустном листе. Сейчас мы его срежем. Просто берете от начала самой узкой части, протягиваете ножом к основанию. Все, срезали. И теперь накладываете фарш в зависимости от того, какой величины у вас капустный лист. Я люблю большие голубцы, потому что и листья у меня большие, где-то 1,5 столовые ложки. Заворачиваю и вот так закрываю. Теперь с другой стороны. Вот такой аккуратный голубец у нас получился. С 2 сторон он закрыт полностью. Следующий лист. Опять начинаю с самой узкой части и тяну нож к основанию листа. Сняла утолщение, переворачиваю капустный лист и накладываю фарш. Заворачиваю такой колбаской и закрываю. Закручиваем и закрываем с одной стороны и с другой стороны. Вот у нас получился такой голубчик. Он не раскроется уже. Выкладываем. Друзья, ну вот получилось столько голубцов. Сейчас я их выложу в кастрюлю. Кастрюлю надо брать большую по объему, потому что когда будем тушить голубцы, они поднимаются в воде. Поэтому, если планируете, что вы заложите голубцы в кастрюлю полностью до края, этого делать не следует, потому что все будет выкипать, и вода, и голубцы поднимутся. В общем, надо, чтобы голубцы у вас занимали 2/3 объема кастрюли.
Друзья, вот так я уложила голубцы. В 5-литровую кастрюлю у меня вошло 17 голубцов. 4 голубца я заморозила. Значит, в кастрюлю я положила 2 душистых перчика, 1 лавровый лист. И сейчас добавлю половину столовой ложки соли. И залью все это холодной водой. Как видите, вода у нас дошла до уровня голубцов. Больше ее наливать не надо. И теперь включаем плиту. Сразу на 9, пока закипит вода. Потом будем тушить на медленном огне на 5 до готовности голубцов. Обычно это составляет время от 40 минут до 50, до часу, смотря какое у вас мясо, смотря какая капуста. Обычно я тушу примерно на маленьком огне час, именно на маленьком огне. Они у меня больше даже не тушатся, а томятся. После того, как вода закипит в голубцах, добавлю зажарку. Итак, друзья, вода, как видно, закипела. Перевожу нагрев на 5. Перекладываю зажарку в кастрюлю с голубцами. Покрываю поверхность голубцов обжаренными овощами. Добавим зелень. Она придаст необыкновенный вкус нашему блюду. Будет очень вкусно. Я добавила зелень, укропа, петрушки и лука. Вот только что установилось такое мерное кипение в кастрюле. И закрываю сейчас крышкой и будем тушить голубцы ровно час. Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что как поднялся уровень голубцов. Видите, практически доходит до верха кастрюли. А я укладывала голубцы, оставалось где-то 1/3 объема кастрюли. Поэтому всегда оставляйте место в кастрюле, чтобы содержимое кастрюли не выходило за ее пределы. Друзья, ну вот такими у меня получились голубцы. Сочные, вкусные, ароматные. Запах такой, что прям хочется сейчас их съесть. Ну что, давайте попробуем. Друзья, это блаженство вкуса. Так вкусно, так сочно и ароматно. Великолепные получились голубцы. Желаю по этому рецепту вам всем приготовить и наслаждаться поистине высочайшим вкусом этих голубцов. Готовьте с удовольствием. До новых встреч и пока-пока. Дорогие друзья, спасибо вам за подписку на канал, за лайки и комментарии. Всем вам желаю здоровья, процветания и успехов.